Здравствуйте, дорогие друзья! Сегодня мы поговорим о причинах, почему растет косточка на пальце ноги. Какие причины, как устранить и какая мышца ответственна за это. Как правило, чаще всего это одна единственная мышца, и вы узнаете об этом позже. Итак, почему вообще разрастается косточка? Кость реагирует точно так же, как и мышца. Все вы знаете, что тело все время приспосабливается к внешней среде. Ну, например, холодно, там сосуды сжались, жарко, расширились. Но то же самое происходит с мышцами и костями, связками. Ну, например, вы взяли гантелю и начали поднимать гантелю. Что у вас произойдет? У вас мышцы начнут расти. Так тело отвечает на увеличивающуюся нагрузку. Но кости, к которым крепятся эти мышцы, также начнут укрепляться. Вы просто этого не видите. И связки, и кости, суставы, все укрепляется. Потому что есть вот это вот раздражение. И вот теперь представьте ситуацию, когда на какую-то кость оказывается сильное давление. Ну, например, вот на кулаки. Эти кости начинают уплотняться и увеличиваться. Так тело укрепляет, чтобы не сломалась кость. И то же самое происходит с косточкой на пальце ноги. Когда давление на эту косточку вырастает, тело начинает ее укреплять и расти. И она становится такая, как шишка. Это просто увеличившаяся нагрузка. Но отсюда возникает вопрос. А почему же выросла нагрузка на эту косточку? Ну и давайте рассмотрим вот этот пример. Предположим, что вот это вот и есть большой палец. Вот, а это маленькие пальцы, да? Ну, вот так они. Что это ступня? Предположим, что это ступня, а это голень. Да, вот. А это голень. И если предположить, что вот это вот колено, это колено, что если колено уходит внутрь, смещается внутрь, что произойдет? Произойдет вот такой вот наклон ступни. И тогда нагрузка основная, она ляжет как раз вот на вот это место, на вот этот вот палец, большой палец. И все, и нагрузка вырастет, и кость начнет разрастаться вот здесь. То есть получается, что основная причина – это смещение колена внутрь. Другими словами, вальгус. И вы можете посмотреть, что практически у всех, у кого есть косточка, есть вальгус колен. То есть это не проблема ступни и даже не проблема колена. То есть работая со ступней, вы никогда не решите эту проблему. Но как же это решить? И тогда надо понять, в чем же причина вальгуса. И давайте мы нарисуем человека. Ну вот условно это. Какая мышца создает у нас вальгус? В большинстве случаев это пояснично-подвздошная мышца. Не всегда, но наиболее часто распространенная причина – это пояснично-подвздошная мышца. Ее действие таково, что колени будут смещаться внутрь. Но, как мы рассмотрели уже ранее, смещение колена внутрь увеличит нагрузку на внутреннюю часть ступни. И это вызовет в дальнейшем рост этой косточки. Поэтому, если вы хотите решить проблему с косточкой, проверьте свою пояснично-подвздошную мышцу. Насколько она гибкая. И начните ее растягивать. Как только вы уберете вальгус, и ноги станут ровными, у вас уйдет нагрузка с большого пальца. И тогда телу незачем будет эту кость укреплять, наращивать. Вот. Конечно же, исправив вальгус, косточка моментально не исчезнет. Может пройти и год, и 2, и 3, прежде чем она начнет уменьшаться.
Ну, так устроено. Кость уходит очень-очень медленно. Может быть, несколько лет. Но она точно не будет расти дальше, и она точно начнет уменьшаться. Но это идет очень медленно. Поэтому делать операцию по удалению косточки это бессмысленно. Если вы не убрали вальгус колен, то у вас косточка вырастет снова, потому что для тела это необходимо. Поэтому, прежде чем заниматься вот такими вещами, подумайте хорошо и поймите первопричины. Надеюсь, это было просто и понятно.